Привет, начинающие джазмены! С вами снова педагог и саксофонист Андрей Степанов Lucky Sax. И я рад снова видеть вас на курсе джазовой импровизации. В начале урока, как всегда, я расскажу совсем немного о теоретической части обучения. Итак, основными составляющими музыки являются звукоряды, аккорды, мелодия, ритм и гармония. Цель джазового образования заключается в заложении основ, необходимых в процессе обучения джазу. Мелодии, извлекаемые из инструментов, джазовый музыкант – это мгновенный композитор. Рождаются в голове. Разница между импровизатором и традиционным композитором состоит в том, что джазист не имеет стирательной резинки для моментального исправления своих ошибок. Джазовые музыканты долго и упорно трудятся над тем, чтобы их тело и разум стали подходящим средством для выражения идей, формирующихся в их голове. Именно по этой причине я рекомендую пользоваться карандашом и нотной тетрадью только на данном начальном этапе. Кстати, в описании к видео вас ждет приятный сюрприз – список известных джазовых исполнителей на саксофоне альт. Я строго рекомендую вам ознакомиться с ним и прослушать хотя бы по одной композиции каждого из исполнителей. Теперь перейдем к новому практическому материалу. Во время прошлых занятий вы уже научились импровизировать разными длительностями на первой и пятой ступенях тонического аккорда. Сегодня мы добавим третью ступень в нашем аккорде тонического трезвучия, чем разнообразим звучание вашей импровизации. Принцип отработки уже знаком каждому из вас. Сначала я показываю свой пример, затем вы пробуете импровизировать под минусовую фонограмму. Начинаем с целых нот, каждая из которых длится по 4 удара метронома. Вперед! Вау, у вас уже отлично получается! Задачей каждого джазового музыканта является воспроизведение на инструменте звучащей в мыслях мелодии. Работая с гаммами, аккордами, тональностями, удается достичь умения извлекать идеи, скрывающиеся в уголках вашего сознания. Сразу же пытайтесь играть то, что слышите у себя в голове. Иными словами, спойте мелодию в уме или вслух, а затем подберите ее на своем инструменте в точности тех же тонах и ритме. Именно так действует музыкант в процессе импровизации. Но для начала мы должны отработать наш навык импровизации на примере одного аккорда, используя лишь целые и половинные ноты. Напоминаю, что играя половинной длительности, нужно посчитать 2 удара метронома. Итак, включаю вам мой пример, затем вы исполните ваш. Молодцы! Я горжусь вашим результатом. Старый миф, гласящий либо дано, либо не дано, чистой воды миф, основанный на невежестве и неспособности, нежелании тех, кто умеет играть,
вербально делиться своими умениями с теми, кто думает, что не в состоянии научиться. Именно наш разум – творец всех музыкальных мыслей. С помощью голоса, пения, как правило, удается приблизиться к тонам, ритмам и нюансам того, что разум слышит лучше, чем могут воспроизвести инструменты – саксофон, труба и так далее. Музыкальные инструменты – это лишь устройства, которые требуют изучения. Они менее способны передавать идеи, рождающиеся у нас в голове. И, разумеется, тот, кто лучше подкован технически, точнее передает на инструменте собственные музыкальные мысли. И для лучшей подкованности мы отработаем сейчас следующий вариант импровизации, на этот раз используя четвертные длительности, каждая из которых длится по одному удару метронома. Итак, я включаю свой вариант с четвертыми длительностями, затем вы сыграете вашу импровизацию. Так держать – отличный вариант. Одной из причин того, что классики джаза звучат иначе, чем вы, является тот факт, что они располагают огромным количеством различных звуков, которые строятся на отработке ладов, аккордов, паттернов, идей. В открытии новых звуков вам поможет наш курс импровизации. Репетируя, выполняя упражнения, которые я вам даю, вы получите хорошую основу для игры любого стиля музыки. Слишком часто мы пренебрегаем возможностью, дающей нам шанс достичь определенной степени развития и свободы в музыкальном самовыражении. Музыка в исполнении классиков джаза вдохновляет и приносит пользу. Запомните, многократное проигрывание различных отрывков мелодий, гамм и аккордов должно приводить к большей экспрессивности творчества, а не навевать скуку. Следующее упражнение будет содержать также и восьмые длительности. Слушаем мой вариант и готовимся исполнить ваш собственный. Супер! С чего начинается импровизация? Многие начинают играть на слух, позволяя своему внутреннему музыкальному слуху направлять выбор тех или иных нот и ритмов. Этот метод проб и ошибок приходилось использовать большому количеству джазовых музыкантов примерно до середины 60-х годов в процессе совершенствования своего мастерства. Данный способ укрепляет слух, в связи с чем является чрезвычайно важным. Каждому следует ежедневно уделять время игре на слух. Чем скорее удастся натренировать свой слух, различать звуки, тем скорее данное умение перерастает в способность сочинять музыку. Используя свой собственный слух и знание необходимых ладов и аккордов, вы почувствуете себя гораздо более комфортно в совершении первых шагов в импровизации. Теперь добавим 16-е длительности. Это может быть сложным для тех, кто только взял инструмент в руки. Могу предложить вам еще раз отточить ваше мастерство импровизации на предыдущем примере с восьмыми.
Отлично! Вот мы и окончили обучение импровизации на всех ступенях тонического трезвучия. Впереди нас ждут новые аккорды и новые приемы. Минусовую фонограмму для отработки вашего мастерства для саксофона альт и тенор, как и ноты предлагаемых мною в течение урока примеров импровизации, вы можете скачать на моем сайте Boosty или Patreon по подписке, ссылку на которые я оставлю в описании к видео. Также в описании я прикреплю список рекомендуемых к прослушиванию исполнителей джаза. Сегодня это будет список великих альт-саксофонистов. Обязательно послушайте хотя бы по одной композиции каждого из них. Попробуйте проанализировать их записи. Найдите моменты, где они так же, как и вы сегодня, обыгрывали ноты одного аккорда разными длительностями. Кстати, хочу предложить вам присоединиться к изучению основ джазовой импровизации. Вы можете написать мне в социальных сетях, ссылки на них я оставил в описании к видео. И возможно, что именно вы попадете в группу студентов. Кто знает, возможно, именно ваша импровизация появится в нашем следующем видеоуроке. Я рад, что вы присоединились к этому замечательному миру джаза. На следующий урок придумайте по 3 варианта каждого из пройденных упражнений. Только теперь уже точно без тетради. Постарайтесь услышать свою внутреннюю импровизацию и отразить ее в исполнении на саксофоне. До встречи на следующем занятии. Пока-пока!